Всем привет! Сегодня я бы хотел обратиться к такому вопросу, как настройка input level для Photon Ampere. На Фейсбуке часто вижу такой вопрос, как вот настраивать input level, какой он должен быть. Поскольку в Ampere нету никаких встроенных регуляторов, точнее не регуляторов, а мониторинга input сигнала. Для этого нам понадобится какая-нибудь DAW, Digital Audio Workstation, и плагин, который будет измерять пик сигнала. Часто вижу, что люди советуют выставлять минус 14 дБ, как советуют Choptones для своих пресетов. На мой взгляд, это полный бред, потому что input level должен настраиваться исключительно под вашу гитару, под ваши датчики, а не под чью-то там гитару и их личные предпочтения. Кто-то говорит, вот у меня там шум пропал и так далее. Да, это имеет место быть, но усилители у вас просто начинают звучать неправильно. То есть у вас пропадает гейн, и это не тот звук, который должен быть. Что нам нужно для того, чтобы замерить input level? Итак, открываем DAW, добавляем дорожку. Для начала нам нужно выставить на оба канала или на один там, ну я поставлю на оба, dry выход, dry, то есть это чистый сигнал с гитары, без какой-либо обработки. Именно по этому сигналу нам и надо ориентироваться. Выставляем 0 дБ по умолчанию, rec level также 0 дБ. Rec level нужен 0 дБ, потому что он, чем выше, тем сильнее он влияет. Это получается шире сигнал, громче, но также он увеличивает сигнал вашей гитары. Поэтому для нормальной настройки выставляем 0, везде 0, здесь ставим dry. Включаем дорожку на запись, выставляем input стерео оба канала, поскольку у нас оба выдают Direct Input. Подключаем плагин. Плагин называется Test Station, а разработчик наш российский инженер. У него также есть отличная программа по изготовлению импульсов кабинетов. На гитар-плеере есть тема, называется она, по-моему, Matcher CL программа. Итак, вот такое окно у нас, значит. Чтобы программа начала измерять нужные нам данные, нам нужно дорожку включить на мониторинг и поиграть на гитаре с достаточно сильным извлечением. То есть нам нужно замерить минимальный пик и общее RMS, нас интересует параметр. Минимальные и максимальные пики. Минимальный пик, рекомендуемое значение минус 2 дБ. То есть 0 это как бы достаточный сигнал, который не клипует. Выше 0 это уже у нас идет перегруз сигнала. Нам это не нужно. Минус 2 это рекомендуемое значение для того, чтобы, когда мы будем использовать различные дисторшены, чтобы сигнал не перегружался. То есть это как небольшая компенсация. Идеальное значение у нас будет минимум минус 2 дБ, максимум минус 6 примерно. То есть вот в таком диапазоне от минус 6 до минус 2. RMS примерно минус 19 дБ. Это так называемый sweet spot. То есть это, скажем, идеальное значение. Итак, включаем, значит, мониторинг и измеряем.
Итак, что у нас получилось? У нас получилось минимальное значение минус 3 дБ, минус 1,3 дБ, максимально минус 2,6. РМС минус 17. В принципе, это уже хорошее значение, близко к идеальному. Поэтому конкретно для этой гитары с этими датчиками нам можно сделать примерно минус 1 дБ. Хотя и 0 уже как бы отличное значение, но для исключения различных каких-то факторов сделаем минус 1 и замерим еще раз. Плагин я рекомендую убирать и добавлять снова, чтобы значения обнулились, потому что почему-то он не всегда корректно начинает показывать после сброса. Замеряем еще раз. Итак, сейчас у нас от минус 2 до минус 4 и РМС минус 18. То есть это идеальное значение конкретно для этой гитары. Возьмем другую гитару. У этой гитары установлен сет Fokin Rocket Queen. Это довольно-таки винтажные датчики Alnica 2. Возьмем гитару с керамическими датчиками, такая, скажем, палка-металка Ibanez RG. Итак, по спецификациям она примерно в 2 раза датчики у нее более выхлопные. То есть у Фокина, насколько я помню, около 8,5 килоом сопротивления. У этой, по-моему, 18 что ли с половиной. Так, добавляем плагин и делаем то же самое. Сейчас у нас минус 1 дБ установлен. Так, нужно сделать окно неактивным. Так, у нас сейчас показывает минус 1,5 минимум и минус 1,8. РМС у нас минус 15,5. То есть для этой гитары тоже можно примерно на 1 дБ снизить input gain, на 1-2 дБ. Ну, попробуем сделать минус 2 для начала и посмотрим, как оно будет себя показывать при таком значении. Не особо изменилось, но у нас теперь 1,8, минус 2,6 и минус почти 17 дБ. То есть, в принципе, идеальное значение, скорее всего, для этой гитары будет минус 3 дБ.
Перезапускаем плагин. Нужно, чтобы окно самого секвенсора было активное, а не окно плагина, чтобы он начал замерять сигнал. Итак, да, у нас примерно получилось минус 3, да, и минус 17. В принципе, это как бы хороший вариант, достаточно. То есть получается для этой гитары у нас примерно минус 3. В принципе, для обеих гитар можно выставить минус 2 децибела. Это будет как бы идеальный вариант для всех именно моих имеющихся гитар. Вот такой ликбез, скажем так, по настройке input level для ампера. Поэтому не слушайте никаких советов про минус 14. Да, это уменьшив входящий сигнал, вы уменьшите шум, вы увеличите динамику, поскольку у вас не будет нормально перегружаться сигнал на хайген усилителях. Хотя на хайген усилителях вы получите кранч, если вы в минус 14 сбросите это значение, и вам поможет только добавление различных педалей distortion для того, чтобы приемлемый гейн получить. В общем, вот такое видео. Пишите комментарии, кому что там может непонятно. Для наших западных друзей я сделаю английские субтитры всего того, что наговорил, чтобы им тоже как бы было понятно, чтобы просвещались. Всем пока.